Первой приготовим вкуснейшую курицу с картошкой в духовке. Рецепт очень удачный, идеально подойдет для праздничного стола. Для маринада смешиваем 1 столовую ложку паприки, 1 столовую ложку сушеного чеснока, 1,5 чайной ложки розмарина, я заранее его перетерла в ступке, 1,5 чайной ложки соли и немного перца, еще 1 столовую ложку обычной горчицы, 1 столовую ложку меда и 50 мл растительного масла. Перемешиваем и оставляем маринад настояться на 10 минут. Спустя 10 минут еще раз перемешиваем и натираем им курицу. Курица у меня весом 2 килограмма. Буду ее мариновать сразу в форме для запекания. Хорошенько обмазываем курицу маринадом. Также смазываем ее внутри. И убираем в холодное место на 1,5–2 часа. Спустя 2 часа немного освежаем верх курицы маринадом и отправляем запекаться в духовку, разогретую до 150 градусов, на 1 час. Пока запекается курица, подготовим картофель. Понадобится 1 килограмм. Нарезаем его на дольки. Теперь добавляем к нему 1 столовую ложку любой приправы к картофелю и 30 мл растительного масла. Хорошенько перемешиваем. Сразу перекладываем в рукав для запекания. Сюда же выливаем оставшийся маринад. И теперь завязываем рукав. Немного встряхиваем и оставляем так, пока запекается курица. Спустя 1 час поливаем курицу образовавшимся соком. Увеличиваем температуру духовки до 180 градусов и запекаем еще 45–50 минут. Если какие-то выступающие части курицы будут подгорать, закрываем их фольгой. В этот же момент еще раз встряхиваем картофель и отправляем запекаться вместе с курицей. За 10–15 минут до готовности, если курица достаточно румяная, накрываем ее фольгой, а рукав с картошкой разрезаем и открываем, чтобы картофель подрумянился. Запекаем еще 10–15 минут. Готово. Перекладываем их на блюдо. По желанию посыпаем зеленью и подаем. И курица, и картофель получаются очень вкусные, сочные. Блюдо отлично подойдет для праздничного стола, но также и для семейного ужина или обеда. Попробуйте обязательно, уверена, вам понравится. Следующим поделюсь рецептом обалденно вкусных куриных бедер в духовке. Отличное решение как для праздничного стола, так и на каждый день. В первую очередь приготовим маринад. Смешиваем 100 мл соевого соуса, 50 грамм меда, 20 мл растительного масла, чайную ложку приправы карри, 2 столовые ложки горчицы в зернах, столовую ложку обычной горчицы и выдавленный через пресс чеснок, пару зубчиков. Тщательно перемешиваем. Маринад готов. Маринуем курицу. Выкладываем ее в миску. Я готовлю куриные бедра, их здесь 8 штук, но также можно приготовить любую часть курицы. Заливаем маринадом. Хорошенько перемешиваем. Накрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник минимум на полчаса. У меня уже прошло 30 минут. Снимаем пленку. И выкладываем курицу на противень или форму, застеленный пергаментом. Вот так отправляем курицу запекаться в разогретую духовку до 180 градусов на 45–50 минут. А пока запекается курица, приготовим к ней очень вкусный соус. Смешиваем 40 грамм кетчупа, 15 мл растительного масла, 10 грамм меда, 15 грамм соевого соуса,
и выдавленный через пресс чеснок 1 зубчик. Перемешиваем до однородности. Готово. У меня уже прошло 45 минут, курица запеклась. Перекладываем ее на блюдо. Обильно смазываем соусом и подаем. Такая курица получается ароматная, сочная, обалденно вкусная. Обязательно попробуйте приготовить. И еще один удачный рецепт курицы с картошкой в духовке. Курицу прокалываем ножом в нескольких местах, чтобы она хорошо промариновалась. Дальше полукольцами нарезаем лук. Перекладываем их в миску. Добавляем соль, паприку, хмели сунели и приправу к курице. Заливаем кефиром и хорошенько перемешиваем. Теперь подготовим картофель. Нарезаем его на дольки. Перекладываем его к курице с луком. Еще раз хорошо перемешиваем. Накрываем пищевой пленкой и убираем мариноваться на 2 часа. Спустя 2 часа выкладываем курицу с картошкой на противень, застеленный пергаментом. Лук я сюда не выкладываю. Отправляю запекаться в духовку, разогретую до 180 градусов, на 45-50 минут. А пока приготовим чесночное масло. В растительное масло добавляем выдавленный через пресс чеснок и соль. Хорошенько перемешиваем и убираем в сторону, пусть настаивается. У меня уже прошло 45 минут. Смазываем курицу с картошкой чесночным маслом. Отправляем в духовку запекаться еще на 10-15 минут. Еще мелко нарежу зелень петрушки и укропа, чтобы потом посыпать готовое блюдо. Курица с картошкой готовы. Посыпаем нарезанной зеленью и подаем. Блюдо получается необычайно ароматное, сочное, вкусное. Обязательно попробуйте приготовить, уверена, понравится всем. И в завершении приготовим вкусные, сочные куриные бедрышки. Хоть рецепт и простой, получается необычайно вкусно. Для маринада в 40 мл растительного масла добавляем 1 столовую ложку сушеного чеснока, 1 столовую ложку паприки, 1,5 чайной ложки молотого розмарина, 1,5 чайной ложки соли и 1 столовую ложку обычной горчицы. Перемешиваем и оставляем так на 10 минут. Через 10 минут откладываем 1 столовую ложку маринада отдельно, чтобы перед запеканием смазать курицу, а оставшийся маринад добавляем к курице. У меня здесь 6 куриных бедрышек. Хорошенько втираем маринад.
И если нет времени, то отправляем запекаться сразу, но в идеале дать им постоять хотя бы 30 минут. У меня уже прошло 30 минут. Перекладываем курицу в форму для запекания. Сверху смазываем оставшимся маринадом. И отправляем запекаться в духовку, разогретую до 180 градусов, на 35-40 минут до румяной корочки. Готово. Аромат просто обалденный. В этом маринаде курочка получается необычайно вкусная, сочная, и, как видите, приготовить ее проще простого. Попробуйте обязательно, уверена, вам и вашим близким понравится. Не забудьте поставить лайк, если рецепты понравились, и напишите в комментариях, какое именно блюдо понравилось больше всего. Буду ждать ваши отзывы.